нашу уже, я думаю, любимую Риту Ашин. Приглашаю, Рита, пожалуйста. Спасибо огромное, Юля. Сегодня у нас день понедельника, и мне очень радостно быть со всеми вами. Сейчас я и в русском чате свое видео покажу. Вы меня видите? Пожалуйста, в чатах дайте мне знать, если вы меня хорошо видите и слышите при этом также хорошо. Спасибо большое. Итак, давайте начинать. Я представлюсь. Меня зовут Рита Ашин. Я нахожусь здесь, в Брисбене. Я являюсь представителем лидерского совета, президентом по партнерской программе и очень-очень горжусь тем, что могу работать с вами. Следующий слайд, пожалуйста. Это самая волнительная часть всех наших сессий, когда мы проводим интервью наших участников, и я очень-очень рада посмотреть, а также рада тому узнать, кто же сегодня со мной будет общаться. То есть все, в принципе, в русском чате достаточно хорошо, в английском чате, но все-таки прежде чем мы ждем, пока у нас кто-либо, желающий со мной поговорить, подключится, я бы хотела напомнить вам, что домашнее задание в пятницу было это начинать беседовать с вашими людьми, а также добавлять новых людей в свои социальные сети от 5 до 10 людей, и кроме этого также приглашать их на презентации. Мы также говорили о том, как надо проводить презентации. Итак, может быть, кто-то со мной уже готов пообщаться. Мы можем кого-нибудь подключить. Мы Вы в будем итальянском сейчас чате терпеливыми. призываете? В итальянском чате? Да. Подождите, у нас кто-то уже на связи. Здравствуйте, продолжайте. Меня зовут Кенхамур Пандел, я из Индии. Как дела? Спасибо, что спросили, как мои дела. Я менеджер в нашей компании. И у меня были проблемы с презентациями. И то, как вы в прошлый раз нам рассказывали о проведении телефонных звонков, и мне понравилась одна из предыдущих сессий по промоушенам, по проведению презентаций, и это было в среду, если я не ошибаюсь. И я сейчас уже готовлю свою презентацию, очень эффективные слайды, и люди говорят, что да, действительно, моя презентация становится более профессиональной, и я рекомендую всем участникам внимательно слушать то, чему нас учат в тренингах, и обязательно использовать это на практике. И я также это рекомендую делать как глобальным, так и локальным лидерам. А можно вас попросить, не уходите, пожалуйста, а вы используете социальные сети для проведения маркетинга, да? А вам удалось добавить какие-нибудь контакты? Помните, мы просили вас 5-10 человек новых? Пока еще нет, но сегодня я хочу выполнить задание, которое мы получили в пятницу. Я спланировала это на сегодня. Хорошо. А хотела бы узнать, а вы добавили новых людей в свои соцсети? Начали ли с ними общение? Да. И результат какой был? Какой-то результат уже был? Пока еще нет, но я планирую связаться с людьми и уже, в принципе, активно продвигаю наш бизнес. Отлично, спасибо. Также держать. Спасибо большое за ваше осознание. Можем мы попросить еще кого-то? Много вижу рук во всех чатах. Но модераторов попрошу нас. Хорошо, подключаем итальянский язык. Спасибо большое, что поделились своей историей с нами.
У нас есть итальянцы на связи? Добрый день. Si può parlare? Добрый день, меня зовут Кармело, я нахожусь сейчас в Сицилии, и я решила участвовать в этом марафоне, потому что это действительно помогает нам идти вперед, и таким образом и познакомиться лучше с компанией. А также мы видим динамику роста, которая происходит в компании. Все это вместе нас приведет к совместной работе, потому что люди действительно поражаются от того, что мы им представляем, что мы им рассказываем. И это вызывает их интерес у них и, соответственно, приведет к хорошему результату. Подскажите, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Да, конечно. Я бы хотела спросить, как вы работали в социальных сетях в выходные, следуя домашнему заданию, которое вы получили в пятницу? Ну, по правде говоря, у меня всегда было особенное отношение к социальным сетям. Поэтому я всегда как бы могу сказать, что я работал в социальных, я присутствую и работаю, но не веду свой бизнес. Возможно, в пятнице, после нашего пятничного занятия я попытался простимулировать некоторых моих друзей войти в наш бизнес. Но в любом случае, думаю, что с этой недели я буду более активен, и буду больше рассказывать о нашем проекте. Но это нужно делать очень аккуратно и не настойчиво, чтобы у людей не возникло такого непонятного ощущения. Поэтому думаю, что будем работать над этим. Спасибо большое за это отношение, за ваш подход, но вы, в принципе, правильно сказали, что надо быть осторожным, но все-таки маленькими шажками идти вперед. Давайте посмотрим, может быть, у нас еще есть один человек, еще остается время, и потом будем переходить на нашего первого спикера. У нас есть еще кто-то на связи? У нас около 228 человек в англоговорящем чате. Анастасия Югужинская, вы уже на связи? Да, добрый день, я на связи. Мы вам даем слово. Продолжайте. Приветствую всех, я с России, в ранге вице-президент в компании, как раз запуска нашего спецпредложения, которое было со 2 июля прошлого года, и очень быстро дало мне возможность достигнуть своего ранга, за что очень благодарна этому предложению. И хочу сказать про марафон, отозваться вообще о том, что работает он потрясающе, когда вы работаете в нем с командой, именно с людьми, которые в ваших структурах, потому что я вижу, как ребята, которые в моей структуре включились именно во время марафона, насколько они прониклись идеей Неми, и сейчас, вот только сейчас они мне говорят, вот то, что ты нам говорила 7 месяцев назад, мы только сейчас прониклись, нам раньше казалось, что ты говоришь какие-то вещи нереальные, а сейчас мы оцениваем, что действительно это все реально, и все, что мы делаем, очень нужно человечеству. И поэтому я очень бесконечно благодарна идее создания марафона и очень рада видеть горящие глаза своих партнеров. Вчера мы организовывали встречу людей, которые у нас уже зарегистрированы, но еще не разобрались. И они все сидели с квадратными глазами, слушали нас за круглым столом, мы пили чай, и все были в шоке и в восторге одновременно. И вот это очень здорово, что мы можем вот эти наши горящие сердца и глаза передавать последователям своим, да, потому что действительно человек, который уже загорелся своим делом, он уже никогда не сможет остановиться.
И спасибо еще раз, благодарю всех спикеров, Риту, благодарю за ваш позитив и за знания, которые вы нам даете. И очень рада, что участвую в марафоне. Насчет домашнего задания. Про соцсети, то есть действительно соцсети — это то, что сейчас нам позволит и в время вирусов всевозможных, да, и во время непонятных политических ситуаций, позволит людям дать свободу в финансах. Именно через соцсети мы можем начать зарабатывать и дать эту возможность другим людям. И это очень здорово, что мы в любом конце света можем общаться с людьми из разных стран. Поэтому развивайте, друзья, соцсети. У меня тоже это хромает. У меня не всегда хватает времени на соцсети, но благодаря марафону я все больше и больше на этом концентрируюсь и, конечно, буду и дальше развивать свои соцсети. У меня они все есть, но не во всех я веду активную работу. Спасибо большое, Анастасия. Я вижу, вот это слышу страсть, действительно, то, что вы заражены этой идеей. Спасибо за вашу историю. И вы знаете, я не всегда рекомендую работать с большими группами в социальных сетях, но через социальные сети вы можете создать свою зону, с которой вы будете работать. Так, проверила время. Вы знаете, у нас остается время еще на одного человека. Еще на одного человека, кто хочет со мной пообщаться. Это будет последний человек. И потом мы переходим и идем дальше. Еще один выступающий. Кто бы хотел? Осталось время. Я вижу большое количество поднятых рук. Доброе утро. Привет. Привет, Рита. Привет, Елена. Эллен. Это Эллен Костер. Но, да, у меня прошла просто изумительная неделя. Я не очень много спала, потому что постоянно думала над своими идеями. И очень многие люди попросили меня провести вебинар на YouTube, и я это сделала. То есть я запустила свой собственный канал на YouTube. И это было просто замечательный опыт, потому что за один день у меня была встреча, презентация 1 на 1, также с людьми, которые в моей структуре, которые также желают и которые заинтересованы посмотреть мою презентацию, вебинар на YouTube, и они сразу же подключились, и это, в принципе, изумительно, что творят социальные медиа, социальные сети, и уже прошло 2 дня, и у меня уже 150 человек в моем списке. Да, все меняется, как только вы переходите, работаете активно в социальных сетях. Это просто супер. Да, это замечательный результат, Эллен. Так держать. И канал открыла просто молодчинка, 150 человек. Ребята, это правда же здорово? И мне кажется, что нам также всем надо обратить на это внимание. Спасибо большое, Эллен, за ваш опыт. Но давайте поблагодарим всех тех, кто сегодня рассказал о своем опыте. И, пожалуйста, не забывайте о том, что социальные сети – это очень, очень мощный инструмент, и мы должны его обязательно брать на вооружение. И сейчас я бы с радостью хотела представить следующего спикера, президента Италии, Драгош Станчу. Пожалуйста, встречайте его. Драгош, тебе слово. Спасибо большое, Рита. И я бы хотела поблагодарить всех участников марафона со всего мира.
Мне очень приятно сегодня представить нашу тему во время нашей сессии, потому что это очень важная тема. Для тех, кто меня не знает, я бы хотел представиться. Меня зовут Драгош Станчу. Я представитель президентского совета, а также я являюсь президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Я сертифицированный тренер, мастер-профи и ведущий гений финансов. Также я член ассоциации генерала мира за мир. Я являюсь лидером компании в Италии. Также я предприниматель и спикер и профессиональный инвестор. Давайте перейдем к следующему слайду. Сегодня мы будем говорить об очень важной теме. Почему она важна? Потому что помогает нам расти, а также расти в нашей сети. Сегодняшняя тема действительно придаст нам личную ценность, потому что мы будем говорить сегодня о росте лидеров, а также о базовом принципе, которым должен обладать каждый лидер, чтобы вырасти в нашем бизнесе. Сегодняшняя тема называется «Система подключения». И уже много-много-много лет в бизнесе бизнес всегда передавался, скажем так, по сарафанному радио. Это была основная система. Но если мы, скажем, разберем в глубину это понятие, что мы можем увидеть на следующем слайде? То, чему нас обучает наша компания, мы можем помогает нам достигнуть нашего успеха благодаря 4 системам бизнеса. Первая система – это система отбора либо привлечения в бизнес. Это мы можем произвести благодаря списку контактов. Также сделать наш первый шаг, то есть выбрать во время встреч людей, которые нам подходят, чтобы затем последующим шагом привлечь их в наш бизнес. Система подключения к бизнесу – это наше рандеву. И во время рандеву мы делимся возможностью, которая представляет нам наш бизнес. Поэтому мы пытаемся объяснить нашим людям, что же важного может им дать наша компания и какие плюсы они могут для себя в ней найти. И третья система, которая является также важной, это система обучения, МКИ, многоуровневого краудинвестинга. На самом деле бесполезно, если мы будем отбирать людей только по нашему списку контактов, лишь для того, чтобы продать наш продукт. Если же мы не потому что необходимо обязательно запустить и механизм обучения многоуровневому краудинвестингу. И если мы будем предоставлять нашим партнерам образование, у них будет возможность роста. Поэтому наша личная цель – это создание лидеров. На самом деле слово «лидер» очень важное и имеет большой вес.
И это слово не должно как бы использоваться поверхностно. Лидер означает о том, что это основные характеристики человека, которые помогают привести его команду к успеху. И четвертая система – это система роста лидеров. Это так называемый тест на лидерство. Очень часто наши лидеры зарождаются во время мероприятий, на наших международных мероприятиях, потому что они прошли путь, который называется образование. Например, как марафон, который сейчас у нас есть, либо мастер-профи. Поэтому лидеры зарождаются, которые они не только вырастают как бы для себя, чтобы почувствовать свою важность и сделать карьеру, но также они дают вот особую радость, особое наслаждение нам, что мы смогли именно создать лидера. Поэтому на следующем слайде вы увидите систему обучения МКИ, и мы можем понять, насколько важна эта система. И давайте посмотрим, какую работу нам нужно выполнить в течение нашей недели, либо один раз в месяц, каждый квартал, либо раз в год. Итак, каждую неделю мы должны организовывать презентации, например, во вторник, четверг, либо субботу. Не будем забывать и обучение по работе личного кабинета. Также это компьютерный ликбез, 8 правил частного инвестора, а также уроки по инвестиционной грамотности, а также школа по маркетинговому плану. Эту работу вы должны выполнять каждую неделю. Таким образом, наши партнеры будут иметь землю под ногами, какую-то основу, чтобы именно запустить этот процесс роста. Что же вы должны делать один раз в месяц? Необходимо участвовать в конференциях. Это могут быть и региональные конференции. Которые могут начинаться в 12 и заканчиваться в 4 часа дня. После этого вы должны производить обучение для ваших партнеров, говорить о промоушенах, так же, как я вам сказал о региональных конференциях, и также цель всех этих действий – это получение консультантов. И обязательно необходимо поощрить этих людей, которые смогли достигнуть ранга консультант. Что же мы должны делать каждый квартал? Это участвовать в региональных конференциях, которые, например, проходят в конце недели. Лидеры также должны встречаться по пятницам либо субботам.
чтобы обсуждать именно мероприятие. Таким образом, лидеры могут также представлять партнерам конференцию NEMI по субботам. Сюда также входят мастер-классы для агентов и консультантов. Например, это может быть воскресенье, понедельник, либо вторник. И в особенности необходимо продавать промоушены на региональные и международные конференции. Раз в год мы должны помнить о самом важном и главном событии компании. Сейчас мы говорим об ивенте. И, как вы знаете, на это мероприятие приглашаются люди с рангом консультанта и выше. Пожалуйста, напишите, если вы знаете, где у нас будет проходить следующий ивенте. Только один человек знает, что ли? Вот, все, пошел чат. Отлично, я вижу, что очень много людей в курсе о нашем событии, о нашем мероприятии. Как вы знаете, огромное количество человек участвовало в ивенте, которое мы проводили в Индии. Как вы знаете, именно на этом событии зарождаются великие лидеры. Наша цель это 10 тысяч новых активных консультантов. Что же еще мы делаем раз в год? Это организуем 3-дневный мастер-класс для менеджеров, у которых уже есть большая цель привести с собой как можно больше консультантов. Также я хотела бы вам напомнить об одном соревновании. Кто больше из вас сможет привести консультантов именно из вашей страны? Этому человеку мы гарантируем, что на следующем ивенте будет проходить в вашей стране. То есть, если вы привезете огромное количество людей из вашей страны, значит, следующий ивенте будет в вашей стране. Как вы понимаете, это очень хороший путь, который должен пройти все наши партнеры для того, чтобы вырасти. И поэтому мы увидим информацию на следующем слайде, которая касается системы роста лидеров, которая основывается на 8 качествах лидера. 8 качеств лидера многоуровневого краудинвестинга, так называемое тестирование на лидерство. Вы должны помнить, что лидерами не рождаются, лидерами становятся. И особенно это дупликация тестирования, чтобы мы могли создавать новых лидеров. Обучение лидерству. Систематическое обучение высшему статусу. И тренеры, тренирующие тренеров. Чтобы быть лидером, примером для нашей команды,
вам всегда нужно быть на уровень выше. Это касается и образования, и личностного развития. Вам необходимо также быть тренером, тренирующих тренеров, которые, в свою очередь, будут тренировать свою сеть. Перед тем, как перейти к следующему слайду, который говорит о 8 правилах и о 8 качествах лидера, я бы хотела вам рассказать небольшую историю, которую я очень оценил. Несколько лет назад я познакомился с одним парнем. С обычным простым парнем, который трудяга, я бы его так назвал. Он был индус. И этот парень, когда я с ним поговорил, провел собеседование, я провел так называемый тест на лидерство с ним. И одно из вопросов, которые я ему задал, был такой: почему он заинтересован работать с нашей компанией, почему он хочет расти в нашей компании? И вы знаете, что он мне ответил на мой вопрос? Вещь, которая его интересовала больше всего, это научиться, а также поделиться этой возможностью со своим народом. Таким образом, образовывать, обучать других людей. И в тот момент внутри меня, когда он ответил мне так, я сказал себе: этот человек станет действительно великим лидером. Потому что когда у человека в сердце есть цель помочь своему народу, вырастить своих лидеров, вырастить своих партнеров и помочь им стать лидерами, значит, в нем уже есть, он обладает уже теми характеристиками, идеальными характеристиками, чтобы стать великим лидером. А знаете, как зовут этого парня? Кто из вас угадает? Его зовут Харвиндер Сингh. Он стал сейчас президентом в Индии. А также он является президентом в президентском совете. И весь тот путь, который он прошел, позволил ему обучиться, научиться. Как же вырасти? И это настолько простой и хороший человек, который смог сдержать свое слово, то обещание, которое он мне сказал во время нашего общения, помогая своим партнерам стать великими лидерами в Индии. А сейчас мы с вами прочитаем 8 качеств лидера. Эта информация у нас представлена на следующем слайде. Итак, первое качество
Это быть клиентом продукта. Что это значит? Быть инвестором, совладельцем, пайщиком, а также стать участником всех программ и знать их досконально и точно. А также продвигать эти продукты в массу. Следующее качество – это развивать клиентскую базу, развивать ее лично и помогать своим партнерам. Как же партнеры могут развиваться? Могут развиваться через систему многоуровневого краудинвестинга, через тренинг-игру «Гений финансов», либо, как вариант, через бизнес на кухне. 3 дня по 2-3 часа, и это примерно от 50 до 100 человек в месяц. И также изучать, проходить наши тренинги, которые нам рассказывают, что же такое наш маркетинг-план. Также мы проводим регулярные встречи и презентации от 100 до 300 в месяц. Не забываем посещать все мероприятия. Ежедневно занимаемся своим саморазвитием. Мы также должны быть обучаемы, быть ответственными и не забывать следовать системе. Систему, которую предлагает вам наша компания. В данном случае вам не нужно придумывать велосипед. Но вы должны помнить, что правила очень важны, и их следует выполнять. Очень часто мы с удовольствием думаем, что применить на практике правила, это означает раздавать приказы нашей команде. И это, скажу так, вам ошибочное мнение. Потому что если мы хотим быть великими лидерами, мы должны быть первыми, теми людьми, которые следуют правилам, и показать нашей команде, что больших успехов можно добиться при условии, что мы следуем этим правилам. Если у нас это получилось, значит и у них это получится. Когда человек видит, что его лидер действует, автоматически начинает следовать ему. И если вы выполняете все те действия, которые мы вам сейчас поведали в нашей сессии, это поможет вам стать лидером, либо вырастить новых лидеров. Это не потому, что мы здесь установили какие-то правила, либо раздаем приказы. Нет. Потому что мы дали вам пример, как человек может вырасти за определенный промежуток времени и стать настоящим лидером. Очень часто именно личное удовлетворение, которое появляется у лидера, когда он видит, когда простой парень, простой работяга
во время мероприятия, как Эвенти в Индии, достигает самых верхов, компаний. Такой путь прошел Харвиндер. И я вам скажу честно, что для меня это было самое большое удовлетворение. Поэтому я вам советую использовать тест, который вы сейчас видите на ваших экранах, потому что это тестирование позволяет нам понять, что же в планах у наших лидеров, какие намерения. И есть ли у них желание достигнуть высокого уровня, высокого статуса в компании. Давайте с вами проанализируем первый пункт. Стал ли он клиентом всех продуктов компании? Развивает ли клиентскую базу лидер? Проводит ли регулярные встречи и презентации? Может ли он посещать все мероприятия компании? Занимается ли он саморазвитием? Насколько он обучаемый? Мы должны понять, насколько этот человек ответственный и следует ли он системе. Когда вы ответите на все эти вопросы, в том случае человек, которого вы выбрали, за ростом которого вы наблюдали, значит, на 100% у этого человека есть все реквизиты и все характеристики, чтобы стать великим лидером компании. Сейчас я бы хотела вам сказать одну важную вещь. Наш глобальный проект, он действительно невероятных размеров. И поэтому сегодня вы участвуете в нашей сессии марафона, сегодняшней сессии. Можете понять вот эту огромную возможность, которая вам предоставлена. И все те люди, которые слушают сегодняшнюю сессию, вы потом еще вспомните ее. Потому что если вы будете следовать системе, вы поймете, когда мы придем, когда мы все вместе с вами встретимся на Эвенте в Москве, на сцене мы будем награждать самых активных людей в Москве, наших новых лидеров. Потому что наш бизнес, как я вам сказала ранее, он просто невероятных масштабов. И мы нуждаемся в огромном количестве лидеров. Поэтому это возможность для всех. Мы еще только на начальном пути, на начальном этапе. И поэтому у вас есть огромное, скажем, пространство для действий. И ту вещь, которую я бы хотел вам и попытался сегодня передать, это ценность наших лидеров. И когда ты являешься лидером, и, скажем так, внутри, и поэтому у тебя есть возможность вырастить других лидеров. Я вам уже привел пример.
что сделал человек, что сделал Харвиндер, чтобы помочь другим людям стать лидерами. В принципе, я закончил мою часть. Пожалуйста, поставьте мне вашу оценку от 0 до 10. Если для вас была понятна сегодняшняя сессия, и вы поняли важность, насколько это необходимо создавать лидеров в вашей команде. Это очень важная тема, и я вижу, что вы все вовлечены, и для меня это очень приятно. И я желаю всем вам, чтобы вы смогли прочувствовать мою эмоцию, мое удовлетворение, когда я увидел поднимающимся на сцену Харвиндера. И не только его, но и других моих, скажем так, сотрудников, которые прошли весь этот путь обучения и смогли стать лидерами этой компании. То, что вам дает больше энергии, больше ценности, это значит, как даже если вы не сможете сдержать слезу, все это будет стоить больше, чем золото, больше, чем бриллианты. Потому что вы смогли создать настоящего лидера, смогли создать человека со своими принципами, со своими ценностями, которые просто бесценны в этом мире. Я благодарю вас всех за ваше внимание. И хотел бы передать слово нашему следующему спикеру. Это Рита Ашин. Всем привет. Спасибо большое, Драгош. На самом деле, я даже пометки сделала, когда Драгош выступал. Вы знаете, сейчас настало время интерактивной сессии относительно того, чтобы узнать, чему мы научились. Давайте на следующий слайд перейдем, и там вопрос, который я бы хотела с вами обсудить, каким лидером вы являетесь. И поднимитесь, я бы хотела поговорить сейчас с вице-президентами. Я вижу ваши поднятые ручки, но кто-то есть в статусе вице-президента, то есть в англоговорящем чате, поднимите руку. Вице-президенты, поднимите свои руки в англоговорящем чате, а также в других чатах, чтобы мы могли пообщаться. Вана Гупта, первая рука в нашем англоговорящем чате. Подключитесь, пожалуйста, и поговорите с нами. Да, Рита, как дела? Просто здорово, Бвана. А как у тебя дела? Как сессия понравилась, сессия Драгоша? Просто супер. И пример, который он привел, в принципе, очень познавательный и очень показательный. И, в принципе, все, что мы делаем, это все действительно приводит к успеху. Я приветствую всех. И, в принципе, на эвенте, для того, чтобы туда попасть, это 100% соблюдать систему. Это применимо ко всему, что мы делаем. Бхава, ты бы не могла мне сказать, вот из этих качеств лидера, какое из них тебе кажется лучше, самым является сильным твоим качеством? Мне кажется, что для меня это быть клиентом продуктов нашей компании. До тех пор, пока вы не прочувствуете эти продукты, вы не будете их знать досконально, то
тогда только тогда вы сможете получить уверенность в этом бизнесе, уверенность в том, что вы делаете, и только тогда вы сможете уже презентовать эти продукты своим партнерам. Мне кажется, что это самое важное качество для меня. То есть вы должны быть клиентом своей собственной компании. Да, абсолютно согласна. А также вы бы не могли мне сказать, какие из этих качеств, которые вам надо еще больше поработать, приложить дополнительные усилия для того, чтобы действительно довести их до профессионализма. Рита, мне кажется, что быть обучаемым и обучать свою команду, потому что пока вы не начнете обучать свою команду, то вы немного сможете достичь. То есть надо планировать тренинги, то есть до тех пор, пока вы не создаете вот эту привычку среди них, то есть как вы можете быть уверены в том, что люди будут всему следовать? Это основная, в принципе, проблема, которая нас интересует. С одной стороны, это продавать продукты, но комиссия, которую мы получаем, вознаграждение, которое мы получаем, оно получается за счет нашей сети, и поэтому мы действительно должны прилагать усилия для того, чтобы обучать нашу команду, а также обучать их возможности, которые предлагает этот бизнес, и для того, чтобы у них была возможность расти. То есть мы должны быть обучаемыми сами, и кроме этого также обучать, проводить тренинги для наших людей. То есть, ну, как бы развивать в них эту привычку роста, развивать привычку обучения. Мне кажется, это самое важное для того, чтобы наладить взаимодействие, общение в команде. Мне кажется, это очень важно. Обучать свою команду. Спасибо большое, Хванна. А можно кого-нибудь из другого чата попросить тоже в статусе вице-президента пообщаться с нами? Алтынбек, Татьяна, Дмитрий Турищевы, вы с нами уже на связи? Да, здравствуйте, это Татьяна, я являюсь вице-президентом, я из России. И вы знаете, вот по поводу сегодняшней темы, да, по лидерству, по тестированию взаимоотношений, то я считаю, что очень важное качество, которое есть и которым должен обладать лидер, и выявлять таких лидеров, это такое качество, как брать на себя ответственность. То есть это вообще, я считаю, одно даже из самых важных, потому что в настоящее время таких людей, к сожалению, не очень много. Но, к счастью, этому возможно, я считаю, что научиться брать на себя ответственность. Вот. Ну, то есть вот этот момент я бы хотела добавить про ответственность. Спасибо большое, Татьяна. В А итальянском что бы вы сказали, качество, где вам еще необходимо поработать, над которым необходимо поработать, как над качеством лидера, которое, как вам кажется, еще не полностью развито в вас самой? Ну, вы знаете, я стараюсь полностью, вот знаете, как по колесу баланса, помните сектора, да? Также вот качество лидера, я их стараюсь подтягивать, и примерно они на одинаковом количестве у меня развиты. То есть я и занимаюсь самообразованием, я стараюсь обучать команду. Ну, то есть стараюсь двигаться гармонично, и, в принципе, нет предела совершенству, что называется, и поэтому ну, все стараюсь развивать в меру. То есть такого прям перекоса какого-то я в себе пока не вижу. Ну, слава богу. Вот. И стараюсь, чтобы люди, с которыми я работаю, тоже как-то вот старались придерживаться гармоничного развития личности и в том числе лидерских качеств. Спасибо большое, Татьяна, спасибо огромное. Помните вот этот колесо жизненного баланса? Татьяна также его переносит и на эти аспекты своего лидерства. И это действительно очень хорошее объяснение для всех нас. Может быть, у нас есть кто-то и
в итальянском чате в статусе вице-президентов, кто бы хотел с нами пообщаться, либо в других Есть. чатах. Добрый день. Я бы вас всех хотела обнять, несмотря что я далеко от вас. Итак, мне кажется, что я смогла развить в себя первое качество — это быть клиентом продукта компании. Для меня это очень важно. А также быть образцом, примером для своих партнеров. Также мне кажется, что необходимо заниматься своим личностным ростом, так как это действие именно подчеркивает то, что вы ответственны не только за себя, но и за других людей. Здесь, конечно, в Италии, вы знаете, что у нас тут небольшие проблемы, но я бы хотела сказать очень важную вещь. Благодаря марафону я действительно открываю для себя много нового. Мы очень мало говорим о команде, и поэтому в данный момент я бы хотела поблагодарить всю мою команду, всех участников, но в особенности тех, кто участвует вместе со мной в марафоне, так как мы вместе открыли для себя связи, которые, наверное, не открыли бы, если бы не этот марафон. Это действительно связь сотрудничества, именно плотного сотрудничества. Я благодарю всю мою группу 6, 2 и 18. Я не буду сейчас всех называть по именам, но я хотела быть искренней, так как благодаря марафону мы растем. Мы растем очень сильно, и на самом деле у нас есть великие лидеры, поэтому я благодарю вас всех, так как если мы дошли до этого уровня, и если я дошла до него, это значит, что у меня были великие учителя, как Джованни де Роза, как Эммануэле Барони или как Драгош Станчо. На самом деле это что-то невероятное. Поэтому я хочу имитировать, я хочу быть похожими на них. И я также хочу быть именно той, скажем, центром для моих партнеров, быть и примером для них. В принципе, я закончила. Спасибо большое, спасибо. Я вижу вот эту страсть в вашем голосе, признательность в вашей сети. Спасибо большое, что поделились. Вы знаете, сегодняшняя сессия была просто супер. Она мне настолько понравилась. И давайте сейчас посмотрим, что же у нас за домашнее задание будет. Это домашнее задание номер 24. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, домашнее задание номер 24 – это определить лидеров в своей структуре. И определите столько, сколько можно. И кроме этого также написать, почему вам кажется или вы считаете, что эти люди могут однажды стать великими лидерами в вашей структуре. Надеюсь, что всем вам понравилась наша сегодняшняя сессия. И, пожалуйста, не забывайте присоединяться к нам. Спасибо большое за то, что провели сегодняшнее время с нами. И пока-пока всем. Всего самого хорошего. Пока-пока.